Всем привет! Как мы знаем, есть такая достаточно известная компания под названием Nubia, которая на данный момент выпускает серию игровых смартфонов, которые действительно удивляют нас каждым годом. И все больше геймеров, а также простых пользователей обращают свое внимание на серию Red Magic. И вот в этом году мы увидели такие смартфоны, как Nubia Red Magic 6, а также Red Magic 6 Pro. Но на этом компания решила не останавливаться и совсем недавно представила в Китае игровой смартфон Nubia Red Magic 6R. На данный гаджет компания традиционно делает ставку на максимально продвинутое железо и ряд игровых плюшек, а также здесь отказались от нарочито брутального внешнего вида серии. Мы получили красавца в тонком и легком корпусе. Основные фишки смартфона Nubia Red Magic 6R это очень много интересных решений именно для геймеров, 10-битный OLED-дисплей с разрешением 2400 на 1080 точек с частотой обновления 144 Гц, 12 ГБ оперативной LPDDR5 и 256 ГБ постоянной UFS 3.1 памяти. Мощный энергоэффективный процессор Snapdragon 888, аккумулятор емкостью 4200 мАч, быстрой зарядки на 55 Вт, ну и конечно же цена в $470. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Первоначально хочется отметить, что производитель очень много времени потратил, чтобы многочисленные геймеры чувствовали себя в своей тарелке. Тут мы видим сенсорные курки с чувствительностью 400 Гц и возможность передачи изображения на большой экран за полсекунды и прошивка Red Magic OS 4.0 на Android 11 с широкими настройками игрового процесса. При всей мощности гаджета требуется настоящая инженерная магия, чтобы обеспечить должное охлаждение компонентов смартфона. Тогда, когда вы запускаете игры или работаете с ресурсоемкими многозадачными приложениями. Естественно, тут есть многоуровневая система охлаждения. Графен, металлическая рамка, термопаста и медная фольга в смартфоне. Благодаря улучшенной системе охлаждения смартфон Nubia Red Magic 6R способен эффективно рассеивать тепло, генерируемое его мощным процессором. А вот очень спорное решение является отказ от кулера охлаждения. То есть по части игрового процесса есть достаточно интересные решения даже на 2021 год. Что же касается аппаратного наполнения, смартфон Nubia Red Magic 6R получил отличный экран на 6,67 дюйма, 10-битный OLED-дисплей разрешением 2400 на 1080 точек, с частотой обновления 144 Гц и обработкой касаний 360 Гц. Следовательно, выходит, что задержка из расчета на каждый кадр составляет 6,94 миллисекунды и сама панель адаптивная с 4 режимами 60, 90, 120 и 144 Гц. Все сделано для экономии аккумуляторной батареи. Оперативной памяти на выбор 6, 8 или 12 гигабайт LPDDR5. Напоминаю, новый стандарт стал экономичнее на 20%, 0,5 против 0,6 Вт. Это позволит продлить время жизни смартфона на 5-10% в режиме активного использования. А вот в режиме сна получится сэкономить до 40% энергии за счет нового режима глубокого сна. Своей памяти будет 128 или 256 гигабайт UFS 3.1. Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. Питает Nubia Red Magic 6R аккумулятор емкостью 4200 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, которые уместили в корпусе с габаритами 163 на 75 на 7,8 мм, весом 186 грамм. Разрешение селфи-камеры составляет 16 мегапикселей и на тыльной стороне установили 4-компонентную камеру с датчиками 64 мегапикселя Sony IMX682, 8 мегапиксель широкоугольная, плюс 5 мегапикселей
мегапиксель макросъемка и плюс 2 мегапикселя датчик глубины. По словам компании Nubia, за качество съемки отвечает движок Neo Vision, который значительно повышает качество конечных снимков. Сердцем смартфона Nubia Red Magic 6R выступает мощный энергоэффективный процессор Snapdragon 888. Процессор показывает, скажем прямо, отличные результаты в производительном режиме. Это топовый мобильный чипсет. Представлен в 2020 году. Процессорная часть включает 3 кластера. Одно ядро Cortex X1 с частотой 2,84 ГГц, 3 ядра Cortex A78 с частотой 2,42 ГГц и 4 энергоэффективных ядра Cortex A55 с частотой 1,8. В состав чипсета также входит графика Adreno 660, Wi-Fi 6E модем и Hexagon 780. В чипсете интегрирован 5G модем Snapdragon X60. Кроме того, в чипе имеется процессор обработки изображения Spectra 580. Доступен Nubia Red Magic 6R в 4 модификациях. Младшая версия получила 6 ГБ оперативной и 128 ГБ своей памяти. Оценена в $470. За вариант 8-128 ГБ запросили $517. Вариация 12-128 ГБ обойдется $564. И топовая 12-256 ГБ стоит $611. Представили и лимитированную версию 12-256 ГБ с уникальным интерфейсом за $627. Покупателю предлагается 3 цветовых варианта: белый, черный и серебристый. А еще один с желтой полосой будет доступен в качестве лимитированной серии. Релиз за пределами Китая пока остается под большим вопросом. Ну что же, ребята, я очень рад, что вот эта вся ниша игровых смартфонов не стоит на месте. И с каждым годом мы получаем все лучше и лучше смартфоны. Я имею в виду игровые, потому что сейчас, если вы думаете купить себе флагман, не все флагманы вам могут предоставить игровые возможности, далеко не все. То есть в основном сейчас флагманы заточены на фото-видео возможности. А вот игровые возможности, конечно же, они вам могут предоставить, но не на таком уровне, как, например, Nubia Red Magic 6R или 6 Pro, или просто 6. Действительно, компания Nubia нашла свою нишу, и она делает достаточно неплохие смартфоны. А вот этот красавчик заслуживает отдельного внимания. Также хочу напомнить, что сейчас конкуренция очень-очень большая. Компания Xiaomi, компания Asus и так далее. То есть, действительно, Nubia компания должна предоставить нам очень-очень весомое доказательство, что нам нужно купить именно Nubia Red Magic 6R. А здесь, на мой взгляд, это, конечно же, цена за самую младшую версию плюс-минус $470, что, на мой взгляд, действительно заслуживает внимания. Ну что же, на европейский рынок, к сожалению, данный смартфон не попадет. Но если вы думаете купить себе дешевый игровой смартфон, пожалуйста, на Алиэкспресс или так далее, покупаем, пользуемся. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.